Здравствуйте, уважаемые граждане свободного мира! Сегодня мы с вами в очередной раз рассмотрим проблему геноцида русскоговорящих граждан Украины. Но на этот раз осветим еще один ее аспект, а именно религиозную ее составляющую. Речь пойдет о геноциде русскоговорящих граждан Украины не по национальному и не по этническому признакам, а по религиозному. Обратимся к определению. Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря 1948 года резолюцией 260 приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Определение геноцида содержит статья 2 этой конвенции. Под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую и, в частности, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение. Согласно статье 1 Конвенции, геноцид подлежит наказанию как в мирное, так и в военное время. А согласно статье 3 Конвенции, наказанию подлежит не только сам геноцид, но и прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде. Согласно статье 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 26 ноября 1968 года, срок давности к преступлению геноцид не применяется. В своих предыдущих статьях и видеоблогах я рассматривал вопросы геноцида русскоговорящих граждан Украины. Это такие видео, как «Геноцид русскоязычных в Украине», антиукраинская и антиевропейская позиция Ирины Фарион, Папа Римский и крах украинизации Украины, размещенная на моем авторском YouTube-канале Валерий Табаков, а также статьи, опубликованные в моем текстовом блоге на сайте valeriytabakov.pp.ua. Сейчас же мы с вами рассматриваем конкретный аспект геноцида в отношении русскоговорящих граждан Украины, а именно геноцид русскоговорящих в Украине по религиозному признаку. Для того, чтобы квалифицировать геноцид по религиозному признаку, необходимо представить свидетельство наличия соответствующих религиозных убеждений у группы населения, подвергающейся геноциду. Каковы же религиозные убеждения русскоговорящих граждан Украины, которые дают основания утверждать то, что в отношении русскоговорящих граждан Украины совершается геноцид по религиозному признаку? Кратко повторю основные тезисы, подтверждающие, что в отношении русскоговорящих граждан Украины в Украине совершается геноцид. Первое. В VII веке было основано и приобрело суверенитет первое христианское государство на территории Украины – Великая Болгария. В качестве еще одного доказательства того, что данное обстоятельство имело и имеет место, я приведу данные интерактивной историко-политической карты мира, атласа.
На картинке за 631 год мы видим, что на территории Украины Болгарии не видно. За 632 год атлас показывает, что на территории Украины, в Поднепровье, в Крыму, на Дону и даже на Кубани имеется государство Болгария. За 670 год то же самое. Болгария находится именно там, где она находилась в 632 году, в Поднепровье, в Крыму, на Дону и Кубани. И 671 год показывает, что территория Болгарии оккупирована хазарами. На основании данных карты можно утверждать, что как минимум 40 лет на территории Украины с 632 по 670 год существовала суверенная держава Великая Болгария. Второе. Коммуникация в этой украинской Болгарии велась на староболгарском, или, как его еще называли, церковнославянском языке. Третье. Современный русский язык произошел от этого староболгарского церковнославянского языка. Этот вывод сделал филолог, лингвист, академик Дмитрий Лихачев. Таким образом, русский язык вполне заслуживает переименования в новоболгарский язык. Четвертое. Современный украинский язык происходит от староукраинского языка, который имеет оригинальное название «Руська мова», то есть язык, и такое название для украинского языка использовалось до недавнего времени в судебном делопроизводстве Польши, например, в протоколах судебных заседаний по делу об убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского, одним из обвиняемых по которому был Степан Бандера. Убийство произошло в 1934 году. Вывод о происхождении украинского языка от староукраинского сделан в докторской диссертации украинским филологом Ириной Фарион в 2015 году. В этой же диссертации Ирина Фарион сделала вывод о том, что староукраинский язык был языком, на котором коммуницировало племя Русь. Пятое. Русь появилась на территории Украины в IX веке с приходом к Киевским горам князя Олега. В 862 году, как свидетельствует повесть временных лет Нестора Летописца, Олег убил в Киеве Аскольда, назвал Киев матерью русских городов, после чего потребовал у народа, чтобы они перестали платить дань хазарам, а начали платить эту дань ему. Таким образом, при Олеге Русь осуществила реоккупацию территории Великой Болгарии. Шестое. До 2019 года русский язык не испытывал на территории Украины особых притеснений. Однако, начиная с 2019 года, с принятием закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, русский язык и его носителей стали преследовать, запрещая использовать русский язык на государственной службе, в сфере образования, в сфере обслуживания и в публичном пространстве Украины. Таким образом, на Украине стал набирать обороты геноцид русскоговорящих граждан Украины. Что касается геноцида русскоговорящих граждан Украины по религиозному признаку, то здесь дело обстоит следующим образом. Первое.
Поскольку русский язык имеет происхождение от староболгарского языка, то русскоговорящие граждане Украины – это фактически потомки граждан Великой Болгарии. Второе. Родной язык – это язык, который передается от родителей детям, поэтому использование этого языка является как формой родовой памяти, так и формой почитания своих предков. Третье. В соответствии с 5-й заповедью закона Божьего человеку предписано почитать отца своего и матерь свою, а также всех своих предков, с тем, чтобы он имел земные блага и долголетие. Четвертое. 10 заповедей закона Божьего получены Моисеем на горе Синай. Нарушение норм закона Божьего в соответствии с вероучением является грехом, а последствием совершения греха является смерть. Таким образом, запрет русскоговорящим гражданам Украины использовать свой родной язык в публичном пространстве Украины и принуждение их к использованию ими неродного им украинского языка в этом пространстве является фактически принуждением их к нарушению 5-й заповеди закона Божьего, что и христианами, и иудеями, и магометанами расценивается как грех. Отказ от исполнения предписаний закона Украины, принуждающего использовать в публичном пространстве Украины украинский язык, приводит верующего гражданина Украины к дилемме: либо нарушить закон Украины, либо нарушить закон Божий. В такой ситуации религиозные предписания требуют от верующего неподчинения предписаниям светского законодательства в пользу соблюдения предписаний закона Божьего. Описанная коллизия норм светского и божественного законов может быть устранена предоставлением верующим, имеющим соответствующие религиозные убеждения, исключительного права не исполнять предписания закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в публичном пространстве Украины. В противном случае нормы закона Украины будут рассматриваться верующими как принуждение к совершению греха, последствием чего в соответствии с их религиозными убеждениями является смерть. Принуждение к совершению греха, последствием которого является смерть, в данном контексте можно квалифицировать как предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. А это и есть геноцид по религиозному признаку группы населения Украины, в которую входят как русскоговорящие граждане Украины, имеющие соответствующие религиозные убеждения, так и все остальные жители Украины с соответствующими религиозными убеждениями, украинский язык для которых не является родным.